Привет, мои дорогие, я уже дома, и пока летят калибры ответкой в Украину, потому что они там позапускали большое количество дронов на Крым, будем записывать новости под это дело. Конечно, новостей море. Начнем, как обычно, с фронта. Ну, у нас есть кринжатина, я начну с кринжатины, потом мы уже перейдем на фронт и так далее, потому что я считаю, что это должны посмотреть каждый. Вот это именно очертание полное психологического портрета украинской кастрюли. Вот сейчас мы как раз ее и посмотрим, дорогие мои. И также хочу сказать жителям Рутюба, что, дорогие мои, когда я в поездке, я оставляю эти видео, которые не выгрузил. И вот как сейчас я уже дома, я обязательно догружаю все видео или в той локации, где есть хороший интернет, потому что очень долго грузится в Рутюбе. И также иностранцам, потому что они у нас уже есть, они уже пишут комментарии. Вот я читал французов, которые говорили, что в старину, ну вот французский комментарий, что в старину люди для того, чтобы было тепло, жили с животными, ну, с домашним скотом, там, с коровами, с лошадьми. Ну, это некий такой сарказм над украинцами, которые терпят вот этого Зеленского, что живите в хлеву. То есть туда поставили скотину, себе соломку кинули, там поспали, и тепло будет. То есть если куриным пометом не хотите обогреваться. Так что также иностранцам, всем, которые смотрят и читают титры, хочу сказать, что я буду догружать по мере. То есть, если в видео нет титров, это не значит, что их там не будет. Это значит, что я их догружу. Окей, посмотрим на модель. Давайте вообще самое начало видео. Это название видео, как обычно, флаг над шахтой Мирнограда. Я вас поздравляю. Также еще там есть освобождение всяких мест. Уже это я вам по ходу по фронту прочитаю обязательно, дорогие мои. Ну и погнали про то, что происходит сейчас. Именно вот психологический портрет кастрюли украинской. Я быстро покажу. Остальное оно длинное видео с интересным окончанием. Вот украинский гимн. Размахивая ножом. Tak trochę kurzał kopa, że wydziela, bilety nie chce kupić, coś tutaj machanie. Kurczę, i jeszcze nóż wyciągnęła teraz. Baranowski. Дальше уже начнется хардкор и мясо. Она махала ножом поляку, говорила: иди сюда, я тебя сейчас тут выровняю, подровняю. Короче, ну где-то видео такое длинное. В конце концов он ее потушил чемоданом. Так что смотрите, дорогие мои. И вот гимн-то она на украинском поет, а разговаривает с поляком на русском. Посмотрите, ну она немножечко такая, чуть-чуть где-то ее там до него чемоданами приложили, но в любом случае посмотрите на это. Ну и сейчас, конечно же, я вам буду показывать флаг, который... Вон флаг разворачивает. Снимаю. Отключаю звук, потому что там идет мат. Уже они тоже в Телеграме есть, так что туда смотрите. Вот, мат по поводу украинского флага. Ну и вообще, как называют, дорогие мои. Россия подняла флаг над шахтой Мирнограда. Есть еще одно видео, но без мата я вам покажу. Военные 5-й бригады 51-й армии группировки войск «Центр» российской армии заняли шахту Мирнограда. Так что я бы не назвал, что это заняли, я бы назвал, что освободили. Поехали Покровское направление. Дорогие мои, я знаю, что вы ждали целый день сводки с фронта. Погнали. Украинские военные сообщают, что на Покровском направлении российские подразделения продвигаются в сторону трассы Покровск-Павлоград, севернее Котлина, стараясь перехватить логистику и выйти к Гришино с юга. Задача предсказуема: нарушить снабжение сил обороны, осложнить подвоз боекомплекта и ротации. Основной фокус российских сил — Мирноград. Штурмовые группы давят на южную часть города, параллельно выходя к району высоток, куда регулярно бьют ФАБы. Юго-восточный сегмент высоток превратился в серую зону. Идут тяжелые уличные бои. Закрепление армии России здесь позволит ей получить выгодные доминирующие позиции. Тактика российских войск очевидна: последовательное давление и вынуждение украинских подразделений откатываться за административные границы города, а не попытка его мгновенного окружения. Это очень хорошая тактика, дорогие мои. Я еще хочу сказать всем спасибо огромное за поздравления
благодарность. Я не всем могу ответить, сразу же, как я и говорю, потому что 1500 хороших комментариев и поздравлений. Дорогие мои, огромное вам спасибо также за супер спасибо, за донаты, которые делали люди на PayPal. Огромное вам спасибо. Огромное, просто огромное. И также хочу попросить тех, кто не подписан, все-таки нажать кнопочку подписаться, потому что денег не прошу, дорогие мои, прошу подписки. Я работаю как раз, ни у кого ничего не прошу. Вот прошу подписку. Она очень важна, потому что с подпиской у меня появится возможность вставлять аудио на разных языках и расширять нашу аудиторию. Потому что, конечно, да, субтитры там они прибавляют нам иностранцев. Это очень важно для того, чтобы в Европе понимали люди, на что уходят их деньги. И сегодня будет там большая тема по этому поводу. И для того, чтобы я это получил, мне нужно больше подписчиков, дорогие мои. Я также общаюсь с командой YouTube. Спасибо им огромное, что защищают меня от всяких там уродов, которые пытаются заблокировать канал. Поехали дальше. Лиманское направление, дорогие мои. Российские войска продолжают наступление в сторону Коровьего Яра и Карповки и Среднего. Продвижение россиян фиксируется в западной части Новоселовки. В Добрышево российские БЛА наносят удары по позициям украинских сил. Также продвижение россиян наблюдается западнее населенного пункта Ставки. Вот то, которое было там вчера, я говорил, ну типа успешное какое-то продвижение украинцев уже аннулировано полностью. Так что сегодня, точнее вот вчерашний день полностью позитивен, то есть полностью идут дни освобождения, дорогие мои. Поехали Иванполе, у нас там тоже идет продвижение. Украинские военные сообщают, что россияне добрались до северной части Иванполя. К северу и северо-востоку от населенного пункта расширяется серая зона. Также военнослужащие говорят о ВСУ, о непрекращающихся давлениях российских войск, которые активно применяют РЗСО по украинским рубежам. Ситуация напряженная, контроль еще есть, но требует внимания. Противник может пытаться закрепиться в серой зоне, поэтому работа обороны и контрмеры остаются ключевыми задачами, отмечают украинские военные. Дорогие мои, переходим уже на Днепропетровское направление. В октябре российские войска прорвались к реке Янчур на центральном участке Днепропетровского направления. К середине октября они уже не только оттеснили ВСУ с его правого берега, но и создали устойчивый плацдарм на левобережье. Еще хочу сказать, для того, чтобы вы не путали, где правый и левый берег, вы должны по течению реки. Река спускается с севера на юг, и поэтому, когда вы течете по реке, у вас правая сторона где и где левая сторона именно по течению, чтобы вы не путали, потому что это я общаюсь, и люди путают, где правый, где левый берег и все остальное. Наиболее ожесточенные бои развернулись на подступах к Вишневому, где был расположен важный узел обороны украинской армии. В первой декаде октября войска России захватили Вербовое и продвинулись в его окрестностях. 15 октября была захвачена Алексеевка, а к 24 октября российские силы прорвались к реке Янчур, южнее и взяли Приволье и Первомайское. В течение следующих нескольких дней они захватили Кирпичное и расположенное рядом Вишневое. Параллельно с этим силы обороны Украины отошли из Привольного и Красногорского, после чего россияне начали атаки на север с целью расширить влияние. Некоторое время спустя они захватили Новоалександровку. Еще через неделю армия России продвинулась вдоль лесополос и взяла небольшое село Волчье. Передовые группы российских войск вышли на подступы к Орестполю. Ну, опять же, это все греческие названия. Поль — это город, чтобы вы понимали. Это вообще весь, можно сказать, вот юго-восток, он полностью под греками был. Аж до Измаила, дорогие мои, чтобы вы понимали. Аж до Измаила. Из района, которого ВСУ ранее предпринимали контратаки. Южнее, к концу первой декады ноября, российские силы захватили Рыбное и создали плацдарм на левом берегу Янчуры. Затем, после нескольких дней боев, они взяли Сладкое. Менее недели назад была потеряна Егоровка. Украинская армия долгое время стремилась удержать позиции в селе. Из-за его местоположения через расположенную западнее Даниловку проходит трасса Р-85, критически важная для снабжения гарнизона Гуляйполя. Перерезание трассы осложнит логистические возможности ВСУ и вынудит украинских военных выстраивать новые маршруты снабжения городу. Дорогие мои, как видите, один позитив на фронте. Один позитив.
Погнали дальше. Армия России заняла Синельниково Харьковской области. Штурмовики подразделения 82-й МСП, 60 МСД, 6-й гвардейской армии группировки «Север» заняли населенный пункт Синельниково к западу от Волчанска. В самом городе идут тяжелые бои. Дорогие мои, хочу подчеркнуть еще раз. Это украинские милитари-паблики. Это не российские, не американские, а украинские. Они пишут об успехах России. Вот в чем объективность, понимаете? Вот в чем. То есть нету предвзятости какой-то. Нет, не говорят там, не срут в уши, несут в уши людям там на глаза, на голову, куда угодно. Что там у нас все хорошо, 60 человек, мы их сейчас всех замочим там. Поехали. Теперь Покровск непосредственно. На Покровском направлении украинские войска пытаются контратаками удержать позиции, не допустить полного окружения в Покровской Мирноградской агломерации. Обстановка остается напряженной. На северном фланге ВСУ перебрасывают резервы в район Шахова, где идут тяжелые бои. К северо-западу от Родинского фиксируется наращивание сил украинской армии, пытающейся контрударами срезать северный фланг российского охвата. Вот именно там, в Родинском, пытались... Ну, там были какие-то успехи, я вам говорил вчера, сегодня уже все выровняли, то есть уже нету этих успехов. Россияне, в свою очередь, наносят удары по позициям украинских военных в Мирнограде. Регулярно применяется ФАП-3000 с УМПК, что приводит к дезорганизационной работе. Также российские штурмовые подразделения продвигаются в районе Сухого Яра. В самом Покровске бои продолжаются. Южная часть города в основном захвачена российскими войсками. Северная остается зоной активных боестолкновений. Дорогие мои, я там сегодня слушал Зеленского, и он там опять рассказывал, что Покровск мы не отдадим, не это самое, это, мне кажется, знаете, вот есть, ну, в Одессе такая шутка, да, там, я не такая, я жду трамвая, да, ну, типа, я не снимаю или не снимаюсь там для мальчиков, да, я просто сижу, жду трамвая. Вот примерно Покровск не взяли, да, вот. Взял Зеленский скорее. Поехали. Южно-Слобожанское направление. Не могу просто до конца говорить, потому что меня смотрят и батюшки верующие, и другие верующие люди, которые, ну, неприятно им слышать эти слова, хотя они очень бы вписывались в эту картину, но, дорогие, не могу. На южно-слобожанском направлении российские войска захватили один из ключевых узлов обороны ВСУ. На данном участке населенный пункт Синельниково, расположенный к западу от Волчанска. Ну, это уже, как говорили по поводу Синельникова, это на южно-слобожанска. Также продвижение россиян фиксируется в районе самого Волчанска и на линии Меловое-Хатни. Отлично, хорошие новости, очень хорошие новости, дорогие мои. Поехали уже теперь по политике. То, что непосредственно у нас происходит. На внешней политике понятно, что мирный трек ушел туда на фронт. Понятно, что они будут смотреть и следить. Трамп потерял вообще какую-либо, я даже не знаю, как это сказать, нить ко всем мирным переговорам. Мне кажется, что он сел за наблюдение. Плюс там Венесуэла у него тоже. У него Венесуэла, туда сейчас подкатывается большая эскадрилья. Вот, они там ждут этот корабль, которые этих самолетики носят, там и вертолетные там бы подлетали, да, и там авианосцы, вертолетоносцы. Вот они ждут самую большую группировку, которая должна подкатить там в течение там 1-2 дней. Вот, до 12 ноября, это позавчера, они были на расстоянии 1500 километров от Венесуэлы, дорогие мои. Я не знаю, с какой скоростью он идет и через сколько он непосредственно там будет, но они ожидают его. Ну, как говорят аналитики, что это будет такое, знаете, давление в начале, а после, ну, на Венесуэлу, да, а после уже, если не сработает, тогда они будут уже мочить и бомбить. Окей, BBC принесла извинения Трампу за монтаж его речи, но отказалась выплатить компенсацию. Он выбьет с них компенсацию, причем жестко выбьет, причем он ответственность перенесет на всю Британию за них. Они уволили 2, как я и говорил, да, что подумали, что Трамп сразу же такой опа-опа и спустится. Ну, типа попустится после этого, там, главного редактора, они там еще кого-то из этих новостей.
Но вот отписка мне больше всего нравится. Это я беру непосредственно с сайта BBC самого. Вот это то, что пишет. Британская вещательная корпорация принесла извинения Дональду Трампу за документальный фильм программы «Панорама», в котором фрагменты его речи были соединены, но отклонила его требования о компенсации. Они не пишут, сколько денег он заявил. Вот мне было бы интересно, сколько миллионов он заявил за это. Потому что это бы сорвало его президентскую кампанию. А представьте, сколько людей туда внесли свой кэш. Ну, в его фонд для того, чтобы он выиграл. Корпорация также заявила, что не будет повторно показывать эту программу. Да, Трампу легче станет. Они ему чуть выборы не сорвали. Но они не будут повторно показывать. Но ему легче, конечно. Ну и, дорогие мои... Михаил Саакашвили объявился, только уже в таком новом формате, дорогие мои. Соскучились. И украинцы соскучились за Мишкой. Саакашвили, отбывающий наказание в грузинской тюрьме, попросил возвратить его в Украину по обмену с пленными. В связи с этим он просит Зеленского включить его в список гражданских пленных. Я, гражданин Украины, прошу вас, как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включить меня, пожалуйста, как бывшего председателя ОГА Одесской области и председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим в Грузии, список гражданских пленных с соответствующими юридическими последствиями, написал Саакашвили, дорогие мои. Так вот мне интересно, его Зеленский отправил туда в Грузию или Сорос ему позвонил, сказал: езжай в Грузию, там все устроим, ты победишь. Это, вы знаете, как из песни: у Курского вокзала стою я молодой, да, подайте Христа ради червонец золотой. Но там ему и место, дорогие мои, на родине же, на родине. Он же на родине. Поехали. Подоляк, это тот, который в Ялте хотел там что-то кофеечек попить. Советник главы президента Подоляк заявил, что Кремль несет ответственность за коррупцию в Украине, объяснив это созданием системы, направленной на удержание Украины в своей сфере влияния. О, как завернул! Слушайте дальше, это еще не все. Новость о расследовании коррупционной схемы, это он говорит, в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение того, что Кремль десятилетиями использовал коррупцию как основной инструмент для удержания Украины под контролем. Остатки этой системы до сих пор сохраняются, отметил Подоляк. Дорогие мои, еще и на английском даже написал, понимаете? Для своих партнеров. Да отдыхай, что ты, не переживай, будут вам бабки давать, вам уже выделили там, я прочитаю, уже выделили. Поехали. Мерц сегодня делал заявление, что украинские молодые люди должны оставаться в своей стране, а не ехать в Германию. Как сообщает Die Welt, Мерц выразил мнение, что молодые люди из Украины должны служить своей стране, а не уезжать в Германию. Он призвал Зеленского обеспечить это, выступая на немецком торговом конгрессе в Берлине. По его словам, в Украине они необходимы. Канцлер также подтвердил планы правительства отменить для беженцев из Украины право на гражданские пособия в будущем. Вместо этого они будут получать более низкие пособия для лиц, ищущих убежище. Дорогие мои, конечно, жестко. Много людей в Германии, по-моему, практически 1 миллион, насколько я знаю. Так, ну вот я Михаилу Подоляку, да, там, Подоляку хочу сказать, чтобы он выдохнул. Потому что Урсула фон дер Ляйен предоставила, точнее даже представила альтернативный план поддержки Украины на случай, если замороженные российские активы не будут использованы, пишет Политика. По ее словам, ЕС может совместно занять средства для Украины, либо каждая страна может финансировать из национального бюджета, если план с российскими активами не сработает. Вот, знаете, вот крутят вот это очень, вот этот Миндич-кейс, да, там Миндич-гейт крутят. Потому что думают, что может это какой-то шанс. Но знаете, вот мне попахивает здесь Порошенко. Вот действительно, в этом Миндич-гейте очень сильно пахнет Порошенко, что он хочет отодвинуть команду Зеленского от корыта и сам похрюкать в этом корыте. Теперь давайте еще одну вещь замечу. Трамп как будто вот не было Миндич-гейта. Ну вот 0 реакций. Я сегодня Рубио слушал, 0 реакций. Нет ничего об этом.
Поэтому, ну, если бы это действительно... Они сразу же съехали на Россию. И вот, видите, Подоляк тоже написал это, что это Россия. Россия промутила, сделала специально так. Они там через своих агентов, через бывшего вот этого украинского депутата, да, который уже там сенатором является в России, сделали схему, через которую они подкупили Миндича вместе там с кем-то. Мы их наказали. А Миндич, оказывается, не гражданин Украины, а гражданин Израиля, потому что Зеленский сразу же ввел на него санкции, как на гражданина Израиля. Причем особые санкции, которые не на 10 лет, как он на всех вводит, да, там, на всех украинских политиков, включая и блогеров, там, и Толика Шарияда он поводил, и других всяких блогеров он поводил эти санкции, просто обычных блогеров, там, говорящих голов, как говорится. 10 лет санкций с большим списком, а там ограничены на 3 года и на гражданина Израиля. Выехал он из Украины как гражданин Украины, но санкции как на гражданина Израиля. Поехали дальше. Ну, а Трамп ничего не видит. Ничего, он телевизор смотрит, там везде Миндичгейт, 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 а он переключает на футбол или на что-нибудь еще. Так что, по его словам, если это я уже говорил, идея использовать замороженные активы России для репарационного кредита в 140 миллиардов встретила сопротивление Бельгии. Не только Бельгии, она еще других стран. Поэтому пришлось искать обходные варианты. При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что использование российских активов остается самым эффективным способом поддержать Украину и послать сигнал Москве, в то время как альтернативы неприемлемы для стран с высокой задолженностью, таких как Франция и Италия. Так задолженность еще больше станет. Только они цепанут российские активы, и все их активы обнулятся сразу же. Сразу же там. Потому что они и против. И Испания тоже против этого всего. Так, ну, по-любому там они шкрябывают с Европы через этот PURL, потому что этот PURL организовал Трамп для того, чтобы все европейцы кидали бабки туда, и за эти бабки Зеленка, который ходит и говорит, что у него 25 миллиардов в кармане, ходил, покупал у Дони там какое-нибудь оружие. Европейские страны вновь внесли средства в программу PURL для закупки оружия для Украины у американцев. Впервые за долгое время Европа сделала взнос программы PURL, предназначенную для закупки оружия для Украины. Сделали кто? Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция. Они объявили о совместном выделении 500 миллионов долларов. То есть там раньше по 2 миллиарда выделяли. Но посмотрим дальше. Для Украины сообщает сайт НАТО. Напомним, что с августа сумма взносов держалась на уровне 2 миллиардов евро, внесенных в начале программы. Ну и как с лохов снимал Трамп. По 2 миллиарда в месяц. В конце октября Финляндия добавила еще 100 миллионов. Если сегодняшний вклад Финляндии это новое решение, то общая сумма взносов составит 2,6 миллиарда долларов. Отлично, нормальный кейс такой. Че плохого? Так, ну у нас тут обиженки проснулись, дорогие мои. Ну я обязательно прочитаю, вам чуть-чуть еще поулыбаемся. Новостей много, чайчик хлебаем. Кто готовит, кто что собирает. Продолжаем дальше. Песков заявил, что Украине рано или поздно придется вернуться к переговорам, но с гораздо худших позиций. Заявление Киева о прекращении переговоров формализовало его нежелание продолжать контакты, заявил Песков, дорогие мои. Ну, это не дипломатическое заявление, это обычное заявление о том, что он предупреждает Киев, что чем дальше, тем будет хуже. Я вам не зря сводки с фронта читаю. Я же вам не читаю, что где-то российская армия отступает. И опять же, я начал с того, что кинжалы летят. Понимаете? Поэтому Песков говорит, ребята, чем дольше вы будете там где-то ходить вокруг да около, давайте начнем просто с одной такой вот интересной вещи. Все, что не обещал Зеленский для украинского народа, он ничего не выполнил. Абсолютно ничего не выполнил. И теперь я вот скажу одну интересную вещь. Зеленский много раз сделал так, что самые какие-то плохие реализации его там планов, да, то есть там Бахмут не сдадим, да, там Авдеевку не сдадим, всегда играли в этот самый плохой сценарий. Понимаете, да? Потому что начнем с того, что войну-то можно было избежать. Ее можно было даже избежать после ее начала. То есть в том же 22 году, в апреле месяце в Стамбуле. То есть и там и минские были, да, и нормандские договоренности. Он же все это похерил. И были третьи, турецкие.
пожалуйста. Ну, он же ж не пошел на это. То есть я же говорю, что самый худший вариант всегда перепадает Зеленскому. Абсолютно всегда. Так что и здесь будет самый худший вариант. Как раз Песков об этом и говорит. Окей, Евросоюз передал Украине 5,9 миллиардов евро помощи, сообщила премьер Свириденко. Так что Подоляк можешь не скулить, там, можешь не писать английские посты, все равно вам бабки дают, потому что они с этих бабок что-то имеют. Поехали, дорогие мои, тут жалобы, кислицы идут. Россияне на переговоры в Стамбуле привезли досье на каждого члена украинской делегации и говорили про них неприятные вещи, рассказал The Times главы МИД Кислица. Точнее, замглавы МИД. Он был когда-то там главный, а сейчас он замглавы. Не, по-моему, Кислица был постпредом при ООН. Окей, поехали. Они очень хорошо знают прошлое каждого из нас. И иногда они говорят провокационные, довольно неприятные вещи. Да, когда Кислица ходит в гей-клуб в лифчике, вот что они рассказывают. Сколько петушков кому домой ходит, всяких разных. Кто с кем чпокается. Вот и все. По его мнению, таким образом россияне пытаются разозлить украинских дипломатов, чтобы потом обвинить в срыве переговоров. Особенно Кислица выделил главу делегации Мединского, который открыл переговоры лекцией и, по мнению украинского дипломата, искаженно изложил историю России и Украины. Сделал вывод, что русские убивают русских. В итоге, поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены. Да, именно из-за того, что ты там где-то по гей-клубам лазишь, и все об этом знают. Ну, в России как минимум знают. И кто с кем спит, и кто у кого ночует. Представляете, да? Приходит вот эта дамочка, которая ночевала у своего начальника, ну вот по этому Миндичгейту домой, а муж ей говорит: опа. Она сразу же опа и пишет, что она увольняется оттуда. Так что отличная схема. Единственное, знаете, что обидненько, что Россия и Мединский не рассказывает украинцам, что делают вот эти петушки там, с кем они там, кто у кого жена, а кто у кого муж, дорогие мои. А вот ему обидненько, и из-за этого и тормозят все мирные переговоры, как видите. Окей, погнали дальше. США впервые подтвердили, что Россия требует сдачи Донбасса для завершения войны. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио после саммита G7, отвечая на вопрос, стремится ли Россия к прекращению боевых действий. Мы можем судить только потому, что мы видим, они ясно заявили, что хотят весь Донецк. И, конечно же, украинцы на это не согласятся. Поэтому да, вывод, который мы делаем, они выдвинули требования, с которыми Украина не может согласиться, и мы сейчас находимся в этой точке, сказал Рубио. Конечно же, я еще раз вам объясняю, почему они не могут согласиться. Потому что если они сдадут Донбасс, то они отходят от той риторики, которую они там заталкивают Трампу. От той мантры, да, что Россия не выигрывает, Украина не проигрывает. Понимаете, да? Поэтому они там похоронят всех на том Донбассе. И ему не расскажут, Трампу, о том, что там прорыв будет через Запорожье, потом через Херсон, потому что они в Херсон туда выдвигают там большую делегацию. Ну и так далее, дорогие мои. Поэтому они не будут. Так, я вам кусочек покажу ребят, которые это как раз на Днепре, бой на Днепре. Ребята едут, сейчас там пару выстрелов покажу. Также у меня есть в этом. Они с помп тушат украинские дроны. То есть это форсирование Днепра идет, какой участок не пишется, дорогие мои. Но сейчас посмотрите кусочек. Вот они летят на большой скорости, и сейчас вот с помп, видите, Бог потушил его, Бог потушил, Бог потушил. Окей, чтобы YouTube не заблокировал, будем смотреть дальше. Сейчас я вот покажу вам тоже кадры шахты, которую взяли россияне сегодня в Мирнограде. Вот она, непосредственно. Там музыка наложена, поэтому я так без звука сам озвучу. Вот. И еще украинцев уже передали им на вертолеты вот такие Ми-8, на Ми-8 мы передали вот такие базуки, с которых они стреляют. Это М134 миниган. Называется для уничтожения дронов камикадзе. Смотрим у меня в Телеграме, потому что здесь могут забанить, опять же. Так вот, за секунду ничего не успеют они сделать, но все же у меня в Телеграм-канале. Поехали. У нас на сегодня в Украине ожидается круглосуточное отключение во многих областях. То есть blackout
уже почти набирает полный смысл этого слова. Поехали дальше. Тоже вот просто... Ой. Поехали. В случае полного блэкаута в Киеве часть горожан могут эвакуировать, сообщает Суспильное со ссылкой на источник. По словам Суспильного, соответствующий документ разработан и утвержден Советом обороны Киева. В Киеве документально разработан план эвакуации, есть резерв горючего, наработанные пути эвакуации, сообщил. Давайте просто вот этот вот кусочек интересный. Вот, часть горожан. Те, которые в районе Банковой живут, вот этих горожан они будут эвакуировать. Украинцев никто эвакуировать не будут. Ну и вот что ясно из Миндичгейта, что вся политическая элита сегодняшнего дня разговаривает дома, и также депутаты, на русском языке, а на украинском только во время официальных выступлений. Об этом заявили СМИ. Местным СМИ заявил Владимир Ветрович. По его словам, пленки НАБУ также показали, насколько русифицирован политический класс в Украине. Так что так, дорогие мои. Поехали дальше. Я хочу вам тут поставить заголовок интересный от BBC. Опять же, это BBC Украины пишет. Посмотрите на заголовок. Если мы доживем до 1 мая, то мы выиграли войну. Вы серьезно? То есть ты дожил и выиграл войну сразу же? Температура этой зимой в Украине может снижаться до минус 20 и будут большие проблемы со светом, пишет BBC. Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко считает, что Россия стремится к полному уничтожению энергетической системы Украины, судя по последним атакам. Ну так я же говорю. Вот кто Медведчука шевелит, понимаете? Звонит Ахметка туда и говорит: блин, слушай, так потушат же нас полностью, и все. А у Медведчука вообще память куриная. Да и не память куриная. Сидит в Москве там или где-нибудь, где у него есть постоянный свет, не ощущает, не слышит ни тревог, ничего. И бежит к Путину, там у него просит, чтобы он перестал ответ давать. Да? Вот сейчас вот там по Крыму побомбили, полетели кинжалы, дорогие мои. Так что, видите, какой нарратив? Доживем до 1 мая и выиграем войну. Все. Понимаете? Вот и все. И тут уже тоже подключают всяких голов страшных. Настоящие украинцы не станут паниковать из-за отсутствия света или тепла. Потому что у настоящего украинца свет и тепло внутри, в душе. Это отличает нас от россиян. Вот этот черт, это посол Украины во Франции, Амельченко. Вот прямо сейчас я просто слышу, какое количество украинцев матерится по поводу вот этих слов. Мразь там сидит во Франции и рассказывает, что у кого там где тепло, да? Особенно дети, когда болеют и все остальное. Знаете, я не понаслышке это все знаю. По 53 часа, это по 2 суток мы сидели без света. 2 суток, у нас плесень в квартире, там жесть была. И это мы грели воду на газовых баллончиках, заливали ее в горячую воду, мы заливали в пластиковые бутылки, чтобы спать. И мы спали вчетвером. То есть это еще до рождения дочки, когда мы жили в Украине, в Одессе. То есть мы брали 3 бутылки, 2 собаки, сами и спим. И влага, ты прям чувствуешь, ты просыпаешься, у тебя болит горло. Ничего тебя там внутри не греет, абсолютно. В отличие от россиян, да, как он говорит. Не греет там тепло внутри. А злость была. Потому что у этих конченых, у них генераторы, у них топливо. У них свет даже откуда-то берется. Я даже не знаю откуда, но у них есть свет. А люди сидят и мучаются. Без воды, без чего угодно. Я звоню в Одессу, там 16-20 часов нету ни воды, ни света, нифига. Ой. Что мне уже говорить, дорогие мои, по этому поводу? На этом у нас уже с новостями все. Обязательно, дорогие мои, подписываемся. Хочу огромное спасибо сказать всем за поздравления. Огромнейшее вам спасибо. Я вижу, как я вам нужен, и вы мне также нужны. Я считаю, что у меня самые лучшие подписчики. Лучше, чем у других блогеров. Честно, я так считаю. Так что, дорогие мои,
Надо расширять этот круг все больше и больше. И также из иностранцев делать из них подписчиков, потому что я считаю, что это наш фронт. Ну, для того, вот этот вот фронт, который мы держим все вместе. Комментариями, всем чем угодно. Это наш фронт. Я считаю, что его нужно расширять. Что есть люди, которые здесь задаются вопросом. Почему мы отдаем деньги? За что мы отдаем деньги? Кому мы отдаем деньги? И так далее, дорогие мои. Подписываемся, кто не подписан, дорогие мои. И я вас всех обнял.